Павел Дуров выкатил очередное сообщение. Честно говоря, на мой взгляд, это бомба в мире цифровой войны. И это было бы единичным случаем, если бы я за Павла Дурова не смог прибавить в пример еще одно приложение, которое очень хорошо известно в России, но которое он не обсуждает здесь, говоря о Евросоюзе во время своей полемики и попытки уязвить их в спланированных некоторых акциях против интересов людей. Перейдем к самому приложению, а потом я вам покажу уже свой диалог с искусственным интеллектом, пытаясь разобраться в некоторых деталях и приходя к выводу, что, черт побери, какому выводу. Начнем с Павла Дурова. ЕС хочет ввести обязательные проверки личности для всех, кто пользуется социальными сетями, и запретить доступ к ним людям младше 18 лет. С этой целью Европейская комиссия потратила более года на разработку приложения для проверки возраста, которое ее президент торжественно представил вчера. Сегодня это приложение было взломано всего за 2 минуты. Кто из России вам не напоминает никакое приложение, которое бы вам навязывали, а потом вдруг заметили, что оно как-то странно работает? Но не спешите смеяться над европейскими бюрократами. Здесь о Европе. Их приложение для проверки возраста было взломано намеренно. Оно доверяло устройству, и это мгновенный провал. Если только ЕС не управляют клоунами. Вот их реальный план. Шаг первый, мнение Дурова. Презентовать уважающую конфиденциальность, в кавычках в данном случае, но взламываемое приложение. Шаг 2. Получить взлом. Вы здесь. Шаг 3. Отменить конфиденциальность, чтобы исправить приложение. Слово «исправить» также, естественно, в кавычках. Я, кстати, поначалу это не понял, поэтому начал копать глубже и пришел к интересным наблюдениям. Результат, пишет Павел Дуров. Инструмент слежки, продаваемый как уважающий конфиденциальность. Европейским бюрократам была нужна причина, чтобы тихо начать превращать свое уважающее конфиденциальность приложение для проверки возраста в механизм слежки за всеми европейцами, пользующимися социальными сетями. Сегодняшний удивительный взлом, в кавычках, естественно, просто предоставил им эту причину. То есть здесь Павел Дуров, кончается на этом его обращение, делает акцент на то, что он подозревает, что взлом был спланированным, хотя у меня поначалу возникло ощущение, что они взломали, наверное, этот был тест. Он с этими кавычками меня запутал, я думаю, может, трудности перевода, наверное, не разрабатывают, дали какому-то хакеру взломать, он взломал, значит, надо дальше разрабатывать. Такая, проверка на прочность, что называется. Однако, пока мне искусственный интеллект, который ему задал этот вопрос, объяснял, то есть, что Павел Дуров вообще не шутит, и он конкретно намекает, что они просто тупо у всех на глазах создали вот этот прецедент, что называется, на коленке, все это сделав, очень халтурно и заметно, то есть они изображали, что реально взломали, и ой-ой-ой, давайте переживать. Короче говоря, я задаю искусственному интеллекту вот этот вопрос, чтобы он мне расшифровал, о чем конкретно говорит Дуров. И он мне отвечает. Павел Дуров считает, что это спланированная провокация. Если совсем просто, то его логика такая. Создать дырявое приложение, специально сделать его слабым, дождаться взлома, чтобы все закричали, ой, да, данные в опасности. То есть кто-то взломал. То есть они просто дали это сделать. И тут же закрутить под это гайки под предлогом защиты и безопасности. Ввести тотальную слежку и деанонимизацию. Если в 2 словах, легализация слежки. Я задаю дополнительные вопросы, то есть намек на то, что типа безопасных вообще не бывает, об этом что ли речь? Я все пытаюсь уловить, зачем они сами взломали, имеется в виду, что они взломали, но делают вид, что это не они, что ли? То есть я сначала думал, что в чем тонкость игры? Я как в фильме «Стеклянная луковица», я ищу ловушек, я ищу сложных технологий. Да, помните этот фильм, когда мастер-детектив, он вдруг понимает, что против него просто наглый, совершенно тупой противник. Вот о чем, мне кажется, говорит Павел Дуров, почему звучит слово «клоуны», такое уже где-то почти на уровне оскорбления. Тем не менее, просто тут так написано или трудности перевода, я не врубился. То тонкий момент в логике Дурова. Он не говорит, что они буквально наняли хакера, чтобы тот нажал кнопку «взломать», а он имеет в виду подставу на системном уровне. Вот как это выглядит в его трактовке. Первое. Сознательная халтура. Они сделали приложение, которое нельзя не взломать. Дуров пишет, что программа доверяла устройству. В мире кибербезопасности это детская ошибка, которую профессионалы уровня Еврокомиссии не могли допустить случайно. Это как оставить дверь в банк из картона поставить и удивиться, что ее проткнули пальцем. Второе. Имитация бессилия. Зачем им это? Чтобы теперь выйти и сказать: видите?
Анонимные или приватные методы просто не работают. Нас взломали за 2 минуты. Мы самые умные, но мы не справились. Теперь у нас нет выбора. Нам нужно собирать о вас вообще все, чтобы гарантировать безопасность. Третье. Сценарий. Проблема, реакция, решение. Проблема. Нужно ввести тотальную слежку, но народ против. Дальше. Реакция. Выпускаем дырявое приложение, его тут же ломают, СМИ раздувают панику о краже данных детей. Да, в какой-то веке все СМИ, и позиционные, и оппозиционные, работают на того, кто задумал. Что это не напоминает? Решение. Спасаем всех, отменяя приватность и вводя жесткий контроль. В 2 словах, это контролируемый провал. Они не взламывали сами себя физически, они создали все условия для взлома, чтобы получить повод узаконить слежку. Это как если бы полиция специально оставила ворота тюрьмы открытыми, чтобы потом, когда зэки разбегутся, потребовать бюджет на установку чипов в голову каждому гражданину ради безопасности. И дальше вот тут меня осеняет. Он начинает приводить примеры, искусственный интеллект. А у меня в голове рисуется, теперь я вам напоминаю, кто из России или кто за этим следил, приложение, кто напишет, Макс. Приложение Макс как выглядело? Прям навязывали, оно супернадежное. И все блоги, буквально все, и провластные, и там, которые держатся своей точки зрения, то есть и системные, и внесистемные, и журналисты начали атаковать его. И находить дыры. Больше того, там появился вопрос детей. Вы представляете, какой-то кружок, какой-то блогер, причем как-то единичный случай, но прямо конкретно раскрученный. Все оппозиционеры, смотрите, кружок отправил, а тот ребенку пришел. А детские кружки, кружки, знаете, вот это сообщение в кружке, они тоже кому-то уходят, там маньякам идут. То есть тему детей тоже впрыснули. Под шумок. Еще раз, я не цеплялся, я не параноик, но после того, как это рассказывает Дуров, я накладываю историю, которая, просто дублирует эту историю. Как это происходило? Какие-то люди, звезды даже, какие-то музыкальные певцы его рекламируют. Навязчиво. Это всегда вызывает отторжение. И все привлекаются внимание, его начинают громить, и громят заслуженно. Больше того, мне попался один блогер, который нашел, что его создали 2 человека, но абсолютно не сведущих в этой тематике, в цифровой. То есть просто какие-то провластные 2 деятеля, там, наверное, что называется, зарабатывают на этом хорошо на гранте, но они не могут создать сильного. Выяснили, причем искренне, от души, это люди, которые не поддерживают многие инициативы государства. И их это все объединило. Этот Макс разнесли просто в клочья, его разорвали на кусочки. Там уже и нашли троян, там уже данные утекают, и шифрование там неправильное, поэтому все прозрачно. Его просто разгромили, а государство стоит удивленно в стороне. Удивленно, думал я, пока мне не рассказал Паша Дуров то же самое про европейскую сторону. И сговор вроде как не предполагается. Евросоюз и Владимир Владимирович Путин в России, как-то не очень сегодня дружат. Больше того, Путин так просто, или вокруг него, его окружение, называет Евросоюз недружественными странами. Поэтому я, с вашего позволения, возьму это как 2 примера, которые подтверждают эту истину, то есть они независимые, и они сходятся в одном. Мне сейчас пришло в голову, естественно, задаю я вопрос искусственному интеллекту, что был момент, кстати, сейчас много выпускается, что искусственный интеллект себя не оправдал в России, по крайней мере, кто не в России, пишите, а у вас выпускается или нет, что искусственный интеллект себя не оправдал, вообще он не нужен, но я ему задаю вопрос. Что был момент, когда в России навязывали Макс, и очень много блогеров, причем таких и системных, и внесистемных, прям буквально чувствовалось хором, что искренне, но все, как говорится, не всех же не подкупишь, то есть все массово накинулись на этот Макс, его буквально разорвали. С чувством выполненного долга они кричали: смотрите, оно очень слабое. Хотя бы презентовали как очень сильное, как-то защитить, и там и вирусы появились, свой какой-то троян, и утечки были, кружок, который отправлялся не тем людям. Причем тема детей, естественно, на этом тут же всплыла. Триггерная тема. Тут же какой-то блогер появился, а вот мои данные уходят и несовершеннолетнюю. У меня прямо рисуется, в результате я все чувствую себя очень умными, да, то есть все прям вскрыли, и только это массово было. Все. Там не было таких, кто бы заподозрил, что они выполняют работу, которую... Но тем не менее, едем дальше. То есть запланировано, что эта атака на Макс, может быть, она была запланирована, если верить вот этой истории.
Это же практически та же история. Ну вот, видите, мы сделали... так, вот это я ему говорю, и дальше искусственно мне отвечает. Ну вот, видите, мы сделали очень сильно, а оно слабо. Нет, это еще я ему пишу. Значит, надо закручивать болты. Кстати, ну, по крайней мере, некоторым попадались блогеры, такие внимательно изучающие все новинки YouTube-блогеры, которые удивлялись, а почему это приложение суперсильное, создал там всего 2 людьми какими-то, то есть они не могли создать сильные, так как они вообще сами дуб-дубом в этих вопросах. Так, может быть, все это было как раз единственная слабость, но неправильно оцененная аналитиками. Они задумывалось как слабое, возможно, но если верить логике Дурова. Что мне отвечает искусственный? Вы абсолютно верно уловили суть. Если приложить, ну давайте будем честны, да, то есть это все-таки как версия, приложить логику Дурова к той истории с российским мессенджером, все встает на свои места. Это классическая политехнологическая двухходовка. Аналитики и блогеры тогда совершили одну ошибку. Они оценивали ситуацию с точки зрения компетентности, а нужно было с точки зрения целесообразности. Вот почему ваша догадка выглядит очень логичной. Ловушка для умников. Да, есть такое выражение у людей: не надо умничать. Когда эксперты кричали: смотрите, какие они тупые, они наняли 2 дилетантов, которые склепали дырявый софт. Власти получают именно то, что им нужно. Эксперты чувствуют себя победителями, разоблачив халтуру. Заказчики получают неопровержимый аргумент. Видите, даже лучшие попытки сделать что-то мягкое и современное провалились. Значит, мягкость не работает, нужна железная рука. Эксплуатация темы детей – это самый сильный эмоциональный триггер в политике. Как только в контексте утечек данных всплывают несовершеннолетние, любая дискуссия о цифровых свободах закрывается. Еще раз, я вот этот, который про кружок рассказывал, все удивлялись, а почему единичный случай, просто блогеры такие, которые вроде нельзя сразу спорить, да, там какой-то блогер просто его распиарил, он, наверное, хорошо заработал, там у него зашел вот этот ролик разоблачительный. Мой кружок куда-то ушел, кружок у него ушел, ну его, какой-то кружок его ушел куда-то. Бывает такое, кто дружит с политиками за денежку малую, если мы предполагаем, что эта версия верна. Тем не менее, логика проста. Вам что, важнее анонимность в интернете или чтобы данные вашей дочери не попали к каким-то извращугам? Кстати говоря, вот этот блогер про кружок, он прям четко говорит, там придет каким-то, меня посадят там, вот если пойдет тому какому-то плохому, он прям четко, он прям в лоб это говорит. Да, но когда ты не смотришь с нужной стороны, ты, в общем, ты об этом и не думаешь. Ты оказываешься, слушайте, грамотная двухходовка в кои-то веке. А после такого вопроса любой, кто защищает приватность, выглядит в глазах обывателя злодеем. 2 деятеля, как и идеальное прикрытие. Вы упомянули, что в приложении делали 2 дуба. В мире больших систем это идеальная зица председателей. Если бы проект делала мощная IT-корпорация, им было бы трудно оправдать детские ошибки. Репутация дороже. А когда это делают ноунеймы, любой провал списывается на их глупость. Но результат, нужный закон или регламент, остается навсегда. Резюме по вашей аналогии. То, что вы заметили, это и есть управляемое через кризис. Управление через кризис. Сначала создается или имитируется контролируемая катастрофа, которая пугает общество, а затем предлагается решение, которое в обычных условиях народ бы никогда не принял. Так что Дуров, по сути, обвиняет... Это, кстати говоря, вы знаете, меня еще на какую мысль выводит? Дроны. Мы живем в мире дроновых войн. Нам прямо специально показывают, что вот гибнут люди. Так немногожко их гибнет. Если бы было неуправляемо, было бы то много, то вообще никак. А у нас регулярно в день по 1-2 человеку случайно где-то в квартиру какой-то дрон залетел, либо обломки. Вам не приходило в голову? Я уже обсуждал. Я не рассматриваю Украину конфликт как, там, знаете, эти самые блогеры, которые военкоры, там, или военные и аналитики. Я рассматриваю его тоже где-то вот с такой же позиции. Вот когда поставят вопрос, а его поставят, что, контролируемая территория, да, вот Песков говорит, что на территории Украины со стороны России осталось там 18 километров контроля, у меня вопрос. То есть он тоже такую дурочку забрасывает, то есть, и я такой, да какие 18 километров, у вас под Москвой дроны падают, у вас под Питером горят заводы МПЗ, у вас дроны везде, вы не контролируете небо. И вдруг я однажды поймал себя на мысли, а если он однажды меня услышит, а он меня однажды услышит, образно говоря, нас с вами, и они скажут, да, а как же мы будем все это закрывать, ведь контроль там, где
чистое, не просто небо, где самолеты, или земля, где вы ходите, и которую можно блокпосты поставить. Закрыть надо все, и на уровне 2-го и 3-го этажа, то есть дроны, они это весь уровень, весь воздушный пузырь должен быть закрыт. И как же его закрыть? Победить не можем 5 лет. Не можем. Дроны нас побеждают. Представляете? Значит, что надо сделать? А вы верите в то, что дроны побеждают, что их невозможно остановить? Если верите, то вы большие молодцы. Потому что это двухходовка. Потому что завтра вам скажут, ну, чтобы их победить, нужны и наши полицейские дроны. Они будут летать у вас в туалете, за унитазом. Они будут летать у вас по комнате, ни в коем случае не остановите, на них специальная приписка. Если стучаться в окно, вы откройте форточку. Они просто пролетятся, посмотрят, нет ли шпионских систем. И привет. Ну, извините, немножко дополнил от себя. В каком-то смысле. А что, нет? Так что Дуров, по сути, обвиняет Еврокомиссию в использовании старых добрых методов, которые мы уже видели в разных обертках. Разница лишь в том, что в Европе это упаковывают в заботу о возрасте, а методы, ну, собственно говоря, одни и те же. Похоже, аналитики действительно, Дуров тоже из нашей прекрасной страны, и он эти ходовки, наверное, тоже много видел. Ну, может быть, еще раз, да, может быть, его паранойя. Но тогда она совпадает с очень многими вот сегодня схожими ходовками. Похоже, аналитики действительно недооценили. С другой стороны, может быть, да, не поспеваем мы за научно-техническим прогрессом. Тоже давайте оставлять какую-то лазейку для альтернативного мнения. Похоже, аналитики действительно недооценили проект. Он был слабым не потому, что создатели не справились, а потому, что его техническое поражение было политической задачей. Ну, это ключевой вывод, честно говоря, я на нем остановлюсь. Пишите со своей стороны, а как это видите вы? На мой взгляд, довольно важная тема поднята. Еще раз, я считаю, что в мире цифровых войн, противостояния тех или иных интересов, да, то есть наступление того самого цифрового мира, с которым, например, в России Симонян предлагает бороться, просто взорвав ядерную бомбу в районе Сибири. Я напоминаю, эти фразы были. Они, конечно, глупые. Она потом не то чтобы извинялась, говорила, в суд подам на любого, кто это вспомнит там. Да, это называется проброс. Я это в журналистике, я же расследованиями дела занимаюсь, мне такое часто попадается. Например, может быть, новость какая-то журналистов сообщается, как вброс, неподтвержденная, какая-то, которая нужна для того, чтобы увести ваше мнение в какую-то сторону, а потом эту новость либо убирают, либо цифровой мир это позволяет, ее просто переписывают, как я их на этом ловил, потому что в Гугле, по крайней мере, остается, скажем так, след небольшой. Если статью переписывали, которая была написана 2 года назад, она вдруг начинает появляться как свежая. А я некоторые дела отслеживал и прям каждый день смотрел, и хлоп новость. А я ее раньше читал. Я открываю, а там пару абзацев убрали, пару слов поменяли. И все. Число-то у нее старое, 2 года назад она выходила. А у нее, так, чуть-чуть подшаманили. И все. Вот это такой, да, спланированный вброс, и убрали. Все. А дальше все обсуждают и уже не помнят, с чего началось. Такое тоже бывает. В общем, следим за такими вещами, друзья мои. И, на мой взгляд, это, всех касается. Все те темы, которые поднимаются, это всех касается. Только нам намекают на то, что вот мошенники войдут в ваш дом и туалет. А вы должны согласиться, что войдут те, кому надо. Но все равно войдут. А в одиночестве-то вы все равно не останетесь. Любопытно. Что думаете, пишите, и увидимся.